История боевого континента 2 крайне интересна и запутана. Произошедшее с Вандунер и Вантюэр – яркое тому доказательство. Из-за их любви к Хуэйхао произошло множество трагических событий, в том числе жертва Вантюэр ради Хуэйхао. Еще один крайне интересный момент – это дети Хуэйхао. У него родится не только сын. Однако в этом видео мы рассмотрим больше подробностей про его родного сына. От кого он родится, с каким духом, насколько будет силен и так далее. Так что нам будет крайне интересно узнать про внука Тансана. Хуэйхао – главный герой боевого континента 2, а его женой станет Вандунер или Танутун, дочь Тансана и Сяову. Вместе они пройдут через множество приключений и опасностей и в итоге станут богами в божественном царстве. Их дети пойдут по стопам родителей и унаследуют часть божественной родословной. У Хуэйхао и Танутун родится сын и дочь. Их судьбы и жизнь описываются в последующих книгах боевого континента. И однажды мы увидим это в аниме. Сына Хуэйхао зовут Хо Джанзы. Он главный герой легенды мира Доуло. У него есть старшая сестра по имени Дайин, а также он внук Тансана и Сяову. Меня зовут Хо Джанзы. Находясь на планете боевого континента, он был капитаном сине-серебряной команды. Он был перенесен вместе со своими друзьями на планету Фалан, где Тансан и Сяову, его бабушка и дедушка, перевоплотились. Да, непривычно называть Тансана и Сяову дедушкой и бабушкой, но все-таки есть. У Танутун родились детишки, будет им кого нянчить. Планета Фалан нам уже хорошо известна из других видео. Именно здесь Тансан перевоплотился, чтобы найти реинкарнацию Сяову. Хо Джанзы обладает родословной своей семьи. В нее включается родословная морского бога, бога Асуры, бога эмоций и темного дракона. Его первой воинственной душой будут духовные глаза, прямо как у его отца Хуэйхао. Без сомнения, он является мастером системы контроля в командном бою, с его духовными глазами в качестве боевой души. Он владеет множеством навыков и способностей, которые позволяют ему конкурировать даже с теми, кто на много рангов выше его, учитывая, что им не дали возможности проявить свою полную силу. Его духовные навыки от его духовных глаз также эффективны вне боя. Что касается фамилий двух детей, Хуэйхао решил, что его дочь унаследует фамилию своего отца, Дайхао, а второй ребенок унаследует фамилию своей матери, Хуюнер, поэтому назвал его Хо Джанзы. У мальчика были черные с синим волосы. Он был красивым, но не слишком, и выглядит героем в своей форме Академии Шрека. Синие волосы мы знаем от кого. Родословная Тансана, сине-серебряного императора, по-прежнему не исчезла. Интересно то, что Хо Джанзы уже появлялся в аниме, однако не в боевом континенте, а в Дунхуа Страна чудес. Эти произведения связаны, так как это одна большая вселенная. Планета Фалан, конечно, отличается от планеты боевого континента, однако тем интереснее увидеть что-то новое. Здесь Хо Джанзы уже взрослый, но мы можем примерно понять, как выглядит сын Хуэйхао и Танутун. Это... Да. Тот, кого вы знаете. Что касается его характера, он молод и простодушен, а также смел и решителен. Кроме того, у него сильная воля и спокойный характер. Он также очень трудолюбив и умен. Позже всевозможные переживания в мире боевого континента сделали его более спокойным и зрелым. Когда Тансан спросил его, о чем он мечтает, он ответил, что хочет стать солдатом и главнокомандующим. Когда он впервые вошел в мир другой планеты, то увидел сцену войны между людьми и орками. Эта эпическая сцена была действительно горяча. Он также хотел стать генералом или даже маршалом, чтобы возглавить армию в будущем. Под руководством Тансана Хо Джанзы понял, что неудача могла продвинуть его дальше, а твердое сердце. Под руководством Танутун он понял, что только постоянно испытывая трудности, он сможет развить по-настоящему твердую волю. Независимо от того, в какое время он живет, волю невозможно сломить. Вот это Тансан правильно говорит. Хотя без щепотки везения не обходится ни один главный герой любого произведения. Бывает лишь, что одному везет больше в плане различных сокровищ и техник, а другому чуть меньше. Когда Хо Джанзы было 6 лет, он узнал, что его боевая душа – это духовные глаза с врожденной силой 5 уровня. Он усердно учился в школе и к 12 годам достиг 20 ранга. Его рекомендовали учиться в Академии Шрека, и он был принят в отделение Звездной Империи Академии Шрека. Он был старостой 1 класса и лидером команды Сине-Серебряный.
Приятно слышать, что Академия Шрека по-прежнему занята обучением талантливых учеников. Это наследие первой части Боевого континента прошло сквозь тысячи лет. Вы спросите, а почему он жил в мире людей на Боевом континенте? Хотя его родители Хуихао и Танотун – боги. Неужели это такая же история, как с Танотун, которая тайно решила пожить в мире людей, и Тансан ее отпустил? Все просто. В этом случае Хуихао и Танотун вырастили сына Ходжанцзы в мире Боевого континента, как обычного человека, и запечатали всю его память, а также способности, как потомка богов. И он даже не знал свою сестру. Он просто встретил свою сестру однажды, но никогда не знал, что она его сестра. Еще парочка интересных фактов. Его имя было выбрано в честь Сяву, точнее ее болезни, ведь его бабушка Сяву болела в то время, и все надеялись, что она поправится, прежде чем сможет дать имя второму ребенку. Ходжанцзы родился полным удачи, благодаря влиянию своего отца, Хуихао, а у него, как мы знаем, все отлично с этим, поскольку Хуихао обладает способностями судьбы. Помимо духовных навыков, Ходжанцзы также научился навыкам изготовления боевых доспехов у Тансана и навыкам ковки оружия. Хотя он знал методы алхимии, он не практиковал их. Он также обладал духовными душами, как ледяной шелкопряд у Хуихао. Нам предстоит еще многое узнать об огромной семье Тансана и Сяву. Вот у него и внуки появятся, а там и далее. Какая же обширная история Боевого континента. Напишите в комментариях, если вы хотите увидеть детей Хуихао и Танотун в аниме. Действие сюжета этого аниме разворачивается на волшебной планете Фалан. Это место чрезвычайно богато энергией неба и земли, почти равно божественной сфере. По сути, энергетический уровень самой этой планеты намного выше планеты Боевого континента и является практически уровнем Божественного Царства. Поэтому боги в этом мире спокойно могут жить на Земле, не поднимаясь в Божественные Царства. На всей планете есть только один большой континент, и он называется Сказочный или Волшебный континент. Также на нем есть две главные империи. Это планета, на которой Тансан перевоплощается в Боевом континенте 5, и по сути эту часть можно считать приквелом книги о чудесных жемчужинах. Главными героями являются Фахуа из Города Мудрости и Ланге из Громового Города. Совершенно случайно они нашли удивительный артефакт и получили возможность призывать друг друга. Ланге и Фахуа познакомились с внуком Тансана и Сяву, Ходжанцзы, после предыдущего великого соревнования трех царств. В то время Ходжанцзы предупредил этих двоих о предстоящей катастрофе и посоветовал им повзрослеть как можно скорее. Однако лишь спустя время они наконец поняли, о какой катастрофе говорил Ходжанцзы. Большое спасибо за просмотр, а также огромная благодарность спонсорам, которые продолжают поддерживать канал. Это огромнейший вклад в развитие канала, чтобы и дальше мог радовать вас видосиками по расколотой битвой Синева Небес, Боевой континент и другим анимешкам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!